Галерея. Глава 3. Мрачная игра. По коридору эхом раздаются шаги. Шаги проводника, вернее, его черных лакированных туфель с небольшими каблучками. Но он шел не один. Рядом с ним шла спутница. Ее шагов почти не было слышно. Шагала девушка неспешно и осторожно, будто чего-то опасаясь. Могла бы прибавить шагу, а то никогда так не дойдем. Проводник сам удивился своей бестактности, но извиняться не стал. «Насмешил!» — фыркнула спутница. «Мы дойдем, иначе тебе урежут зарплату, или как у вас тут карают за невыполнение своих обязанностей». «Все-то у тебя просто решается». Проводник уже сталкивался с наглыми спутниками, но хоть и такое поведение было не в новинку, его это все же раздражало. «Стой!» Спутница резко остановилась, заставив кролика сделать то же самое. Она чувствовала, что, возможно, перегибает палку, но все, что происходило в зале суда, вся абсурдность так называемой галереи, просто выводила девушку из себя. И она считала, что проводник, как часть этого места, заслужил такое обращение. «Я тут всего несколько часов, но уже ненавижу это место. И раз тут так плохо, раз мне тут так плохо, то пусть и месту этому будет плохо!» Так думала юная леди. «Что случилось, миледи?» Проводник, слегка нагнувшись к собеседнице, оперся на трость, накрывая металлическую головку обеими руками. «Именно это и случилось! Определись!» Два красных глаза вопросительно смотрели на девушку. «Серьезно, что с тобой не так?» Продолжала возмущаться миледи. «То на «вы», то на «ты», то что случилось миледи, то могла бы прибавить шагу. Определись уже!» «Увы, это невозможно». Теперь уже спутница смотрела на своего собеседника глазами, полными непонимания. Кролик же продолжал. Ситуация. Все зависит от ситуации. Вернее, от нашего положения во времени и пространстве. Оно постоянно меняется, особенно если идти по этому коридору. Проводник чувствует все изменения всего. Порой изменения настолько серьезные, что я становлюсь сам не свой. Молчание. Нет, не молчание, а гробовая тишина, которая внезапно прекращается очередным возмущением неокрепшего разума. «Ты смеешься надо мной? Не неси чушь! Ты просто никогда не можешь сдержаться! Не знаю, правда ли через тебя что-то проходит, но это тут абсолютно ни при чем. Тебе вовсе неприятно выполнять эту работу и общаться с такими вот незнайками, как я. Наверняка думаешь там себе, что она себе позволяет, такая мелкая и так раздражает, скорее бы все это кончилось. И иногда ты срываешься. Попрошу лишь об одном. Либо высказывайся как хочешь, либо играй роль джентльмена поубедительнее. Думаю, так нам обоим удобнее будет». «Понятно. Ты не так проста, хотя большая часть сказанного мною была правдивой. Да, я чувствую все. Да, через меня проходят различные потоки энергии. И нет, оно тут ни при чем. Раскусила меня, молодец, возьми с полки пирожок. Отныне на «ты». Сойдет?» «Вполне. Пошли уже дальше. И это, прибавь шагу!» Девушке порядком надоело находиться в этом странном месте, и она сама бы желала, чтобы все это поскорее закончилось. Спутница теперь шла увереннее и быстрее, как говорится, страх потеряла. Вскоре им навстречу непонятно откуда вышла высокая женщина, даже чуть повыше проводника, с головой змеи. На ней было надето длинное красное платье в пол. Плечи украшали золотые эполеты, а руки — золотые браслеты. «Наверное, эта змея — личность важная», — подумала девушка. «Приветствую», — раздался женский голос. Голос до того уверенный и четкий, даже немного царственный. Сразу и не скажешь, что доносится он из этой змеиной пасти. Они встали напротив друг друга. Проводник и спутница с одной стороны и змея с другой. «Здравствуй», — с улыбкой произнес кролик. «Вижу, ты по делу», — сказала змея, улыбаясь в ответ и украдкой поглядывая на спутницу. «Верно. Не пропустишь?»
Ах, если бы я только могла сказать «нет», отправить эту милашку к себе домой и остаться с тобой наедине. Проводник ухмыльнулся и поцеловал змееголовой руку, на что та тихо хихикнула, легонько прикрыв рот рукой со словами «если бы только могла». Вздохнув, женщина в красном продолжила. Жаль, не имею возможности прогуляться с вами». Змея провела рукой по одной из стен обшарпанного коридора, и из стены медленно появилась дверь. Стеклянная, нет, изумрудная. Даже ручка из себя представляла один большой изумруд. Прямо под ним виднелась обрамленная золотом замочная скважина. «Да, гламурненько», — склонив голову набок, прокомментировал кролик. «Пф, элегантно!» Уперев руки в бока, от недовольства змея отвернула голову, но тут же повернула ее обратно и села на корточки перед спутницей. «Продолжим. Смотри мне в глаза и не бойся». Установив зрительный контакт и протянув девушке руку, раскрытой ладонью вверх, змееголовая продолжила говорить. «Так, а теперь положи свою руку поверх моей ладонью вниз». «А зачем это?» — с недоверием спросила спутница. «У нас сегодня гость не из простых». «Сочувствую». Эта реплика была обращена к кролику. Затем змея продолжила говорить с девушкой. «Как думаешь, если бы я собиралась сделать что-то плохое, проводник меня бы остановил?» «Вот не знаю», — все так же без доверия ответила спутница. «Ну и гостья. Удачи тебе, проводник, удачи!» Искренне сочувствуя, подумала змея. «Остановил бы, остановил. И поколотил бы хорошенько гадину». Сверху донесся голос кролика. Девушка ненадолго представила, как бы он колотил змею своей тростью, отчего на лице спутницы промелькнула улыбка. «Ладно, я сделаю, как ты говоришь». После такого воображаемого спектакля смотреть в глаза змее и протягивать ей руку было уже не очень страшно, что героиня и сделала. Вскоре спутница почувствовала между их руками сначала холодок, а затем последовало тепло. Все это сопровождалось зеленоватым свечением изнутри их рукодельного сердца. Глаза змеи сияли так же. Свет заполнил щелки глаз полностью, так что ни зрачка, ни склеры видно не было. Героине очень захотелось закрыть глаза или отвести взгляд от такого жуткого зрелища, но нельзя. К радости спутницы через какое-то время этот яркий, чуть ли не ослепляющий свет потух, и женщина с головой змеи попросила девушку убрать ладонь. В руке змеи красовался маленький жемчужный ключик. Змея встала и вставила ключ в замочную скважину двери. «Прошу», — сказала женщина, рукой указывая на дверь. «Поверни ключ, и вы с проводником сможете отправиться навстречу приключениям». При этих словах змея улыбнулась и снова хихикнула. «Твоим приключениям?» «Да-да, конечно, не обнадеживай ее. Мы оба знаем, что у спутников нет никаких приключений. Мы просто идем в галерею. Обычное посещение». «Один взрослый и один детский?» Смеясь, спросила змея. «Очень смешно», — саркастично ответил кролик и обратился к спутнице. «Без лишних фантазий. Повторюсь, там нет ничего необычного». «Только ты так и думаешь», — ехидно возразила змея и, в свою очередь, адресовала реплику спутнице. «Ну же, иди!»
Всем привет! Спасибо вам большое, что вы посмотрели 3-ю серию моего проекта «Галерея». Особенно благодарны тем, кто со мной с самой первой серии. Это мой магнум опус, проект всей моей жизни. Подробно можно посмотреть в отдельном ролике про то, что моему проекту 10 лет. Именно 10 лет, около 10 лет назад была написана самая первая глава, самый ее первый вариант, который еще кучу раз переделывался. В общем, да, живу этим делом. Еще раз спасибо тебе, что смотришь. И взамен я попрошу тебя просто поддержать мою мечту, поддержать путь к моей мечте, потому что я действительно хочу, чтобы как можно больше людей узнало эту историю. Для этого, как обычно, там можно лайкать, можно комментировать, делиться, репостить. Это вообще прекрасно, это вообще замечательно, это вообще лучший, наверное, вариант. Если ты хочешь почитать книжку «Первоисточник» полностью, можно за небольшую плату ее себе полностью в электронном виде скачать с моего Бусти. И, в принципе, на Бусти можно поддержать, взамен получить различные дополнительные материалы, которые раскрывают производство. А также можно получить свопку с проводником. Лимитка, кстати, допечатываться не будет. Если мы еще с этим персонажем будем делать карточку, то это уже будет какая-то другая карточка. Естественно, карточку также можно и отдельно заказать. Не обязательно именно на Бусти подписываться. Просто на Бусти еще больше разных плюшек получишь. Понимаешь. В общем, да. По-моему, я уже в 3-й раз говорю спасибо. А что мне еще сказать, как самому счастливому и благодарному автору, который рад, что его произведения смотрят и, надеюсь, получают от этого удовольствие. Еще увидимся, еще услышимся.